Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 28 сентября, выпуск промежуточный, он же экстренный, и мы с вами обсудим те события, которые произошли с нашей последней встречи, фактически с прошлого воскресенья. Так, давайте перейдем к основным событиям. Идет мобилизация, есть уже предварительные итоги, э, которые докладывают президенту России Владимиру Путину. Сегодня ровно неделя, как Путин объявил мобилизацию. Э, Мобилизация, несмотря, как сообщают, еще раз подчеркиваю, президенту Путину, мобилизация идет полным ходом, довольно успешно. Это оценка Министерства обороны. Еще раз подчеркиваю, Министерство обороны, указывая на некоторые проблемы, еще раз подчеркиваю, на некоторые проблемы, говорят о том, что мобилизация идет успешно. Около 30 тысяч человек сразу без подготовки будут направлены на затыкание дыр на фронт. Около 30 тысяч. Часть из этих людей уже прибыла на фронт, часть уже готова к отправке, либо отправляется. В данный момент направляется на фронт. Остальные тоже будут направляться на фронт по большей части, без всякой подготовки. Там то, что было объявлено Министерством обороны, и, если я не ошибаюсь, даже сам Путин как-то об этом говорил, 3 месяца подготовки, все это ерунда, 3 месяца подготовки будут проходить исключительно там отобранные по каким-то им одним известным в Министерстве обороны по известным критериям около 60 тысяч человек из полумиллиона, которых планируют мобилизовать до Нового года. Еще раз подчеркиваю, это где-то около 12% планируют 3 месяца обучать. Остальные там от нескольких дней там, до 2 месяцев, если не ошибаюсь, в перспективе будут проходить обучение и будут тоже направляться на фронт. Мы с вами прекрасно понимаем, что невозможно за несколько дней, да и за 2 месяца толком невозможно ничему человека научить. Как я понимаю, в планах Министерства обороны вот эти 60 тысяч, которые будут обучаться в течение 3 месяцев, сделать в кавычках элитные части. Какие элитные? Из людей, которые прошли 3-месячное обучение, подготовку, вернее, я извиняюсь, 3-месячную подготовку. Для меня это огромный вопрос. В общем, конечно, мы с вами понимаем, что большинство из тех людей, которые сейчас направляют на фронт, Министерство обороны планирует утилизировать. Потери в официальной части будут минимальны. Большинство людей будут стараться терять без вести, чтобы не выплачивать компенсации. Мы с вами понимаем прекрасно, какие огромные трагедии будут для каждой семьи, где будет потерян человек по тем или иным причинам. Будет ли это действительно человек без вести пропавший, либо доказано убитый. Но это огромная трагедия. Огромная трагедия в том числе и в экономическом плане. Надо объяснить сразу. Если на человека записана ипотека, и он пропадает без вести, Министерство обороны, российское государство не будет выплачивать ни копейки. Ни копейки. Огромный риск потерять недвижимость, огромный риск потерять имущество. Я сейчас не буду вдаваться во все детали, посоветуйтесь с юристами, и я думаю, что те, кого это касается, я имею в виду, я думаю, что вам это все более детально объяснят. Я вообще удивлен, почему юристы, российские юристы, не выступают с объяснениями, насколько действительно критическая ситуация в плане возможности потерять имущество у тех людей, которые сейчас мобилизуют, и у их семей. Тем более у их семей. У многих остаются дети, у многих остаются родители, которые были на содержании. И это, конечно, огромная проблема. И надо обращать гражданских активистов, которые имеют юридическое образование, на это внимание. Так, по остальному. По остальному, я думаю, вы понимаете. Никаких вооружений новых у российской армии не появилось. Вооружать людей практически нечем. Там какие-то
минимальные резервы, которые остались, будут, конечно, сняты с консервации и отправлены на фронт, но существенно эта ситуацию не поменяет. Путин планирует вести войну середины 20 века в первой половине 21 века, обрекая людей фактически на смерть, на увечья, на сломанные жизни для тех, кто выживет. Очень странна реакция российского общества. Допустим, для меня очень странно, как люди безропотно идут. Ну, во-первых, ладно, если уже человек-фаталист, считает, что в той или иной степени ему что-то грозит внутри России, пойдет он на войну, не пойдет. Ну, уважаемые, вас же призывают убивать. Вас призывают убивать женщин, детей, стариков. Вы идете на войну, где убивают не только военных и не столько военных. Вы наведите, будьте добры, справки. Сейчас все источники открыты. Убедитесь, сколько мирных жителей погибает. Вы идете, вас призывают убивать в основном, в подавляющем своем большинстве мирных жителей Украины. Вы к этому готовы? Лишь бы не сидеть в тюрьме, какой-то странный, как по мне, выбор. Но взрослые вроде бы мужчины. Можно было бы оказать сопротивление, но нет. На мой взгляд, эти люди не читали ни книг, ни газет, ни журналов. Никогда нигде ничему, видимо, не обучались, а где обучались, видимо, через какие-то другие места, не через голову. Иначе, по-моему, выводы напрашиваются сами собой, и они очевидны. Идти воевать за полудурка, давайте говорить своими словами, президент России Владимир Путин имеет диагноз, еще раз подчеркиваю, диагноз, шизоаффективное расстройство. Идти воевать за Владимира Путина вместо того, чтобы попытаться уклониться, хотя бы попытаться. Для меня, например, большой вопрос. Почему нет массовых волнений? Да, мне сейчас скажут, что были волнения в Дагестане. Да, в Дагестане были волнения. Так вот, дагестанцев тебе будут призывать в разы меньше. Везде, во всех регионах, где были волнения, во всех резко снизили план по мобилизации, перенеся эти квоты на другие регионы. Теперь в других регионах, где люди не возникали, я имею в виду, не пытались преломить ситуацию, не пытались выступить с недовольством своим, теперь будут в этих регионах большее количество людей привлекать к мобилизации. Устраивает. Ну, честно говоря, для меня это вызывает некоторое удивление и оторопь. Как так может быть в современном мире, где информация вполне доступна, где человек может открыть интернет, получить максимальное количество знаний, умений, в том числе как откосить от этой, извиняюсь, я выражаюсь немножко сленгом, как проигнорировать эту мобилизацию. В то же время в соцсетях можно попытаться как минимум организовать протест, можно попытаться выйти на этот протест, особенно женщинам, чьих мужчин забирают. Ничего не будет, никого в тюрьму не посадят, все это ерунда. Максимальный штраф. Если сравнить штраф там даже в несколько тысяч рублей и потерять кормильца, потерять любимого человека, потерять сына, которого растила с детства, которому дала жизнь, нет, многие молча провожают, машут платочком. Странная позиция, очень странная. Ладу получат далеко не все белую. Я вас в этом уверяю. Более того, вы сами все прекрасно понимаете, наши уважаемые зрители и слушатели так точно это понимают. Война закончится рано или поздно. Выиграть эту войну Путин не может ни при каких обстоятельствах. Эта война может закончиться в ничью, но тогда не будет ни вас, ни нас, никого не будет. Никого в этом мире практически не будет, если Путин закончит эту игру в ничью, эту войну, которую он затеял. Он это воспринимает как игру, я вас уверяю. Просто как игра. Ему плевать на человеческие трагедии, на горе. Абсолютно плевать. Его уровень эмпатии равен нулю. Я вас в этом уверяю. Я с ним довольно близко знаком. Имел возможность изучить этого человека довольно неплохо. И уверяю, никаких сентиментов по поводу смертей сотен тысяч людей он не испытывает абсолютно. По возможностям.
Либо Путин проигрывает, и этот режим рушится, приходит другой режим, который однозначно пересмотрит результаты правления Путина, однозначно сделает выводы. Уверен, что это выводы будут не в пользу тех, кто воевал, не в пользу тех, кто поддерживал войну. Уверен в этом. Если обернется так, что придет хунта, которая будет желать продолжения войны, то просто Россия развалится на много частей, и всему придет конец довольно быстро. Всему, и в плане благополучия, в плане выплат компенсации, всего-всего-всего. Так вот, если придут силы, которые не поддерживают войну, что скорее всего, то никто из воевавших не получит ни статус ветерана. Позорная война. Какой статус ветерана? О чем вы говорите? Более того, не исключены еще и санкции к тем людям, которые активно поддерживали войну, которые благословляли эту войну, которые поддерживали мобилизацию. В основном, вероятно, это коснется контрактников, которые шли воевать за деньги. Я думаю, что решениями российских судов в новых составах, после тотальной чистки судов, я думаю, что непременно вычистим всю эту нечисть, извиняюсь за такой каламбур, да, из судов. Будут абсолютно новые составы судов, придут в основном честные и вменяемые люди, и решениями судов контрактникам, которые воевали на этой войне, придется выплатить все деньги, которые они получили от российского государства. Не надо воевать за эту власть. Если вы воюете, вы поддерживаете эту власть. Надо просто понимать. Надо оказывать максимально активное сопротивление, если вас вынуждают воевать. Если вынуждают воевать вашего сына, если вынуждают воевать ваших родственников. Это, по-моему, четкая и понятная позиция, и здесь нет ничего удивительного. Так, теперь давайте перейдем к событиям. Авария на всех нитках практически Северного потока, всех северных потоков, сколько бы их ни было, приводит к тому, что Россия в ближайшее время не сможет, еще раз подчеркиваю, это не авария, конечно, это диверсия. Будем называть вещи опять-таки своими именами. Не сможет продавать в Западную Европу, да и вообще в Европу, газ по этим газопроводам. Путинская власть рано или поздно закончится. Уверен, что она закончится раньше, чем многие рассчитывают. Так вот, даже если вдруг все поменяется кардинально из-за того, что была совершена эта диверсия, ну, конечно, доверие к российскому государству подорвано, так мы еще не сможем компенсировать те потери, которые принес этот путинский режим, мы ничего не сможем компенсировать, потому что не будем иметь возможности продавать газ, не сможем наполнять бюджет, не сможем делать многие вещи. Я говорю, не сможем не потому, что мы уверены, что придем к власти. Любой человек, любая власть, которая придет, не сможет компенсировать те утраты, которые принесла путинская власть путем продажи энергоресурсов, в том числе из-за этих идиотских диверсий. Посмотрим, как будет дальше. Я надеюсь, что этому идиоту, я имею в виду Путину, не придет в голову причинить вред инфраструктуре Евросоюза, в том числе энергетической. Иначе это сработает 5-я статья договора коллективной безопасности НАТО. И последствия могут быть самые печальные. Самые печальные прежде всего для наших соотечественников, для россиян. Да и вообще для всего мира, если все перерастет в ядерную катастрофу. Так, давайте еще по темам. Я понимаю, что основная тема последних дней — это мобилизация. Мы видим, что все довольно плачевно. И Путин через пень-колоду, но свои планы пытается реализовать. Так, прошли псевдореферендумы на оккупированных территориях. Это, конечно, не референдум, это чистейший фейк. Выдуманные цифры, не было никаких референдумов, по сути. Государство, которое захватило территории, не может
проводить референдумы на оккупированных территориях о независимости или давайте называть, опять-таки, я 25 раз повторяю, это пресловутое уже выражение, давайте называть вещи своими именами. Нет никакого референдума, есть оккупация территорий. Признать оккупацию Путин собирается в ближайшее время. Сейчас ведут какие-то там, попытается вести, вернее, не ведет, пытается вести какие-то торги, никто их всерьез уже не воспринимает, все готовы к последствиям, подготавливают последствия для России, признание этих территорий своими. И, несомненно, это будет экономический удар, крупнейший экономический удар. И, несомненно, это будет удар по каждому россиянину в том числе. Почему надо сопротивляться, да? Вопрос. Для того, чтобы проблемы минимизировать в будущем, и для того, чтобы не было огромного количества смертей. Так, перенесемся к уговорам Путина Лукашенко. Лукашенко с воскресенья Путин уговаривал и вступить в войну, и разместить войска на территории Республики Беларусь для возможного, не в самой ближайшей перспективе, а в обозримом будущем. Путин почему-то уверен, что с помощью мобилизации более миллиона человек он сможет вообще наступать на всех фронтах. Нет, теоретически наступать можно. Получить огромное количество трупов, и на этом все закончится. Но уговаривает Путин Лукашенко и объявить мобилизацию в Республике Беларусь, на что Лукашенко категорическим отказом ответил. Категорическим. Лукашенко говнище, извините за откровенность и за прямоту выражения, но если сравнивать его даже с Путиным, то он выглядит даже как-то более цивилизованное говно. Не хочет категорически упирается и категорически не хочет, чтобы Путин продолжал войну с помощью ядерного оружия, понимая, к чему это ведет. Жить с Лукашенко собирается долго и счастливо. По его мнению, белорусы любят его, верят в него и будут терпеть его еще много-много лет. Сам Лукашенко, я думаю, лет на 100 рассчитывает. Не еще, а всего до 100 лет, до юбилея дожить как минимум. А дальше у него там Коленька есть, еще кто-то. И дальше будет Беларусь под лукашенковским контролем. Какой бы Лукашенко Беларусью не руководил. Так вот, Путин пытается склонить его к разным вещам. Но ничего кроме отказа Путин не получил на сегодняшний день. Сам Путин какое-то время совсем небольшое провел на Валдае, встретился с каким-то бомжом, которого называют старцем, которого притащил к нему, все посоветовал. Ковальчук очередной какой-то бредятину ему наговорили. Я даже не хочу в это окунаться. Есть люди, которые более понимают в этой теме. И я думаю, что в скором времени осветят эту тему в полной мере. Также Путин собирается до своего дня рождения посетить очередных шаманов в Сибири, которых Шалбан-Караул, который подвергался путинским репрессиям одно время, посоветовал президенту России, теперь уже не Шойгу советуют, а Шалбан-Караул. И теперь Путин собирается еще и этих идиотов посетить и выслушать их идиотское мнение, стоит ли начинать, вероятно, ядерную войну. Я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться в столь высоком составе. Так. По событиям давайте, наверное, пока все. Я предлагаю вам, уважаемые зрители и слушатели, оставить под этим видео ваши вопросы. В пятницу я сделаю выпуск ответ на ваши вопросы. Сегодня вышел для наших уважаемых патреонов, подписчиков Patreon, ответы на вопросы. Как я и обещал в прошлый раз, я сделал для них отдельный выпуск. Сделаем общий выпуск в пятницу. Оставляйте свои вопросы, и я по мере возможности отвечу на все популярные вопросы. Вы знаете, да, я открываю популярные и
максимальное, те вопросы, которые получили максимальное количество лайков, которые поддержали, на эти вопросы я отвечу. Я надеюсь, вам нравится наш формат ответов на вопросы. Я вижу и по росту подписчиков, и по вашему вниманию довольно много просмотров. И вижу, что вам этот формат интересен. Это замечательно. По перспективам уверен, что в ближайшее время ситуация будет меняться. И уверен, что нас с вами всех ждет светлое будущее. Я в этом уверен. Сейчас пока все выглядит мрачно, но в скором времени все изменится, я в этом уверен. Предлагаю всем, кто имеет возможность, оказывать сопротивление путинскому режиму, либо начинать, либо продолжать это сопротивление оказывать. Путинский режим уже трещит по швам, мы видим это по многим параметрам. И, несомненно, скоро ему придет конец. Главное не допустить скатывания мира в этот ядерный катаклизм. Практически как словами песни, да, Владимира Семеновича. Так, если вы нас поддерживаете, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш Patreon. В Патреоне мы отвечаем отдельно на ваши вопросы. Есть больше шанс получить ответ на ваш вопрос. Поддерживайте нас, подписывайтесь на спонсирование этого канала. Есть наши криптовалютные кошельки. Если есть возможность, помогайте. И... конечно, забыл сказать, что на этой неделе у нас годовщина, 2 года существования нашего телеграм-канала основного «Генерал СВР». Это, конечно, приятная дата, 2 года. Сделано многое, но много еще и предстоит сделать. Мы вас любим. Это главное, мы работаем для вас. Всего доброго, ставьте лайк, подписывайтесь. До свидания.